Мир К-поп полон секретов, и сегодня мы раскроем один из самых обсуждаемых. Вы на 100% будете удивлены, узнав, что некоторые ваши любимые артисты уже давно перестали скрывать правду о себе. Пока одни фанаты строят теории и шиперят участников групп, эти 11 айдолов сделали официальное заявление, которые шокировали индустрию. Кто-то признался в этом прямо во время мирового тура, а кто-то построил на этом всю свою карьеру. Сегодня мы пройдемся по списку айдолов-геев и бисексуалов, о которых вы могли не знать. Готовы узнать, кто в этом списке? Поехали! Холланд. Холланд, чье настоящее имя КТ Соп, по праву считается первопроходцем. Он стал первым в истории Южной Кореи айдолом, который начал свою карьеру, будучи открытым геем. В отличие от других артистов, которые могли сделать признание спустя годы славы, Холланд заявил о своей ориентации еще до выхода своего первого клипа в 2018 году. Его путь был крайне непростым. Из-за открытости ни одно крупное агентство не хотело подписывать с ним контракт, опасаясь скандалов и падения рейтингов. В итоге артисту пришлось вложить все свои личные сбережения, чтобы выпустить дебютный сингл «Neverland» самостоятельно. В этом клипе он впервые в истории К-поп показал романтические отношения между двумя мужчинами, что вызвало огромный резонанс и заставило корейских цензоров поставить ролику ограничения по возрасту. Сегодня Холланд является международным символом смелости. Он открыто рассказывает в интервью о том, как в школе сталкивался с издевательствами из-за своей идентичности, и признается, что решил стать айдолом именно для того, чтобы поддержать молодых людей, которые чувствуют себя одинокими. Его карьера доказала, что честность может быть важнее поддержки крупных корпораций. Бэйн из Just Be. Сон Бёнхе, более известный как Бэйн, совершил один из самых громких каминг-аутов в истории современного К-поп. Его ситуация уникальна тем, что он является ведущим вокалистом популярной и действующей группы Just Be. В индустрии, где активные участники бойс-бендов стараются избегать любых личных признаний ради сохранения имиджа идеальных парней, поступок Бэйна стал настоящим прорывом. В апреле 2025 года во время мирового тура в Лос-Анджелесе артист решил быть предельно честным со своей аудиторией. Прямо со сцены он официально заявил, что является геем. Это признание не было частью сценария или пиар-ходом, это был личный момент искренности перед тысячами фанатов, который мгновенно стал главной новостью во всех социальных сетях. Реакция поклонников и коллег показала, насколько сильно изменились времена. Несмотря на опасения, Бэйн получил колоссальную поддержку, а его группа продолжила успешную деятельность. Его случай стал важным прецедентом, доказавшим, что айдол из популярного коллектива может открыто говорить о своей ориентации и при этом оставаться востребованным и любимым артистом. Кан Мин Су. Кан Мин Су, выступающий под псевдонимом Erkoiners, прославился на всю страну благодаря своему участию в популярном хип-хоп-шоу High School Rapper 3, где он занял второе место. Он быстро завоевал репутацию талантливого рэпера и автора песен с уникальным стилем. В 2021 году он удивил своих поклонников и всю корейскую индустрию, совершив каминг-аут в социальных сетях. Его признание было простым, но очень смелым. Он опубликовал в Instagram изображение флага гордости с надписью «Я бисексуал». Это вызвало бурную реакцию, так как хип-хоп-сцена в Корее, как и К-поп, остается достаточно консервативной. Однако Erkoiners заявил, что больше не хочет ничего скрывать и чувствует себя гораздо свободнее, когда может быть собой перед своими фанатами. В своих интервью после этого признания Мин Су отмечал, что хочет стать источником уверенности для других людей из ЛГБТ-сообщества в Корее. Он продолжает активно заниматься музыкой, интегрируя свои личные переживания в тексты песен и доказывает, что талант и честность ценятся слушателями гораздо выше, чем следование старым запретам. Маршалл. Маршалл Бэнк – корейско-американский R&B и соул-исполнитель, который переехал из США в Южную Корею, чтобы построить музыкальную карьеру. Он стал одним из первых артистов в корейской музыкальной индустрии, кто открыто заявил о своей гомосексуальности еще на заре своей популярности. Его каминг-аут был осознанным шагом, направленным на разрушение стереотипов в шоу-бизнесе. В отличие от многих айдолов,
Маршалл пришел в индустрию уже зрелой личностью. Он признавался, что друзья и коллеги советовали ему скрывать свою ориентацию, чтобы не портить карьеру, но он выбрал путь радикальной честности. Его музыка пропитана темами самопринятия, свободы и любви, а его голос считается одним из самых сильных и глубоких на независимой корейской сцене. Маршалл стал важным связующим звеном между корейской и западной культурой. Он активно участвует в квир-фестивалях и публичных дискуссиях, помогая сделать тему ЛГБТ более привычной для корейского общества. Своим примером он показал, что можно быть успешным, уважаемым профессионалом и при этом не прятать свою личную жизнь за закрытыми дверями. Квон Даун. Квон Даун – это имя, которое знают многие любители жанра трот. Трот является одним из самых старых и традиционных музыкальных направлений в Корее, и его основная аудитория – это люди старшего поколения, которые зачастую придерживаются очень консервативных взглядов. Именно поэтому каминг-аут Квон Дауна в 2020 году стал настоящим шоком для всей страны. Певец решился на этот шаг в день десятилетия своей карьеры. Он официально объявил, что является геем, став первым крупным артистом в жанре трот, совершившим подобное признание. Даун признался, что на этот поступок его вдохновил Холланд. По словам артиста, он больше не хотел жить в страхе и надеялся, что его честность поможет другим людям в индустрии чувствовать себя смелее. Несмотря на специфику своего жанра и риск потерять аудиторию, Квон Даун продолжил заниматься творчеством. Его поступок обсуждали во всех крупных новостных изданиях Кореи, и он стал важной фигурой, показавшей, что ЛГБТ-люди есть в абсолютно любом слое корейского общества и музыкального мира, даже в самом традиционном. Биниш. Биниш, чье настоящее имя Ю Бан Хён, был участником бойс-бенда D.I.P. Его история стала одной из самых громких в К-поп-сообществе несколько лет назад, когда он открыто заявил о своей ориентации. В отличие от многих одиночных каминг-аутов, ситуация Биниша была связана с его коллегой по группе, что сделало этот случай по-настоящему беспрецедентным для индустрии. Во время прямых трансляций в соцсетях и общения с фанатами Биниш подтвердил, что он гей. Более того, он открыто признался, что состоит в романтических отношениях с другим участником этой же группы, Сынха. Для фанатов, привыкших к вымышленным историям о дружбе между айдолами, это стало столкновением с реальностью. Пара не скрывала своих чувств, делилась совместными фотографиями и открыто демонстрировала привязанность. Несмотря на то, что группа D.I.P. продвигалась в небольшом агентстве и позже прекратила деятельность, поступок Биниша остался в истории. Он показал, что чувства внутри коллективов – это не просто фантазии фанатов, а реальная жизнь. Своей открытостью он бросил вызов жестким правилам индустрии, которые запрещают айдолам даже упоминать о личных отношениях. Сынха. Сынха, чье настоящее имя Чан Сынха, был коллегой Биниша по группе D.I.P. и вторым участником этой громкой истории. Его каминг-аут неразрывно связан с его партнером, так как они решили быть честными со своими поклонниками вместе. В мире К-поп, где даже слухи о свиданиях с девушками могут разрушить карьеру айдола, признание Сынха в отношениях с парнем из своей же группы стало настоящим вызовом системе. Сынха не просто подтвердил свою ориентацию, но и активно демонстрировал, что быть геем – это нормально. Он часто появлялся в совместных прямых эфирах с Бинишем, где они вели себя как обычная пара, шутили, проявляли заботу и отвечали на вопросы фанатов о своей личной жизни. Это была поразительная степень свободы для айдола, находящегося под контрактом. Хотя группа D.I.P. со временем распалась, Сынха оставил важный след в индустрии. Он доказал, что внутри мужских коллективов могут существовать искренние чувства, и что артисты имеют право на любовь, даже если она не вписывается в стандарты агентств. Его смелость помогла многим фанатам увидеть в айдолах живых людей со своими эмоциями и правом на счастье. Дамджун. Дамджун – лидер и идейный вдохновитель уникального коллектива Lioness. Его имя вошло в историю как имя лидера первой в Южной Корее действующей мужской группы, где все участники являются открытыми геями.
В отличие от многих других, кто совершал каминг-аут уже в процессе карьеры, Дамджун изначально создавал группу как манифест свободы и равенства. Как лидер, он взял на себя самую сложную задачу – представлять интересы квир-сообщества на большой сцене. Дамджун сам пишет тексты песен, в которых открыто говорит о любви к мужчинам, о трудностях принятия себя и о том, как важно не прятать свою истинную личность. Он не раз заявлял в интервью, что музыка должна быть честной, иначе она теряет свой смысл. Дамджун стал лицом новой волны корейского шоу-бизнеса. Он активно взаимодействует с прессой, объясняя, что быть геем и быть талантливым артистом – это вещи, которые отлично дополняют друг друга. Благодаря его лидерству, группа Lil Nas X смогла заявить о себе не только в Корее, но и получить признание в мировых чартах, доказав, что для искреннего творчества не существует границ. Кан Ханну. Кан Ханну является вокалистом группы Lil Nas X и одним из самых ярких ее участников. В индустрии, где каждый шаг айдола обычно строго контролируется менеджерами, Ханну выбрал путь полной открытости. Вместе со своими коллегами по группе он сделал уникальный шаг для корейской сцены, дебютировал как открытый гей, не дожидаясь одобрения общества или крупных корпораций. В группе он отвечает за эмоциональную глубину и вокальные партии, которые часто затрагивают темы идентичности. Ханну не раз подчеркивал, что для него участие в Lil Nas X – это не просто музыкальная карьера, а способ заявить о существовании квир-людей в повседневной жизни Кореи. Он стремится разрушить стереотип о том, что гей-артисты могут существовать только в андеграунде. Его присутствие на сцене и в медиа помогает нормализовать обсуждение ЛГБТ-тем в корейском обществе. Кан Ханну активно общается с фанатами по всему миру, деля свои истории и поддерживая тех, кто боится открыться своим близким. Он считает, что его музыка – это безопасное пространство для всех, кто чувствует себя другим, и своим примером доказывает, что талант не имеет ориентации. Ли Маль Ран. Ли Маль Ран – еще один яркий участник группы Lil Nas X, который вносит в коллектив особую энергетику. Он стал частью этого смелого музыкального проекта, чтобы доказать, артисты-геи могут быть такими же разноплановыми, харизматичными и профессиональными, как и любые другие звезды поп. Его каминг-аут был коллективным решением группы, направленным на то, чтобы изменить представление о квир-людях в Южной Корее. Маль Ран выделяется своим позитивным настроем и уверенностью на сцене. В своих интервью он часто говорит о том, что долгие годы чувствовал давление со стороны общества, но музыка стала для него способом освободиться. Для него быть частью Lil Nas X значит не просто петь, а быть голосом тех, кто привык скрывать свою истинную сущность ради карьеры или спокойствия окружающих. Он активно развивает свои социальные сети, где показывает не только свою творческую жизнь, но и обычные будни открытого гея в Сеуле. Ли Маль Ран считает, что чем больше люди будут видеть обычную жизнь квир-артистов, тем быстрее исчезнут предрассудки. Его открытость и искренность делают его важной фигурой в движении за видимость ЛГБТ-сообщества в современной корейской культуре. Хвайон. Хвайон является важным участником группы Lil Nas X, который вместе со своими коллегами совершил смелый шаг, дебютировав в первом в Корее открытом квир-бойс-бенде. Его участие в проекте стало финальным штрихом в создании команды, которая не боится бросать вызов устоявшимся нормам к поп-индустрии. Для Хвайона путь артиста неразрывно связан с его личной идентичностью, и он с самого начала выбрал путь полной прозрачности перед своей аудиторией. В группе он вносит значительный вклад в создание визуального образа и музыкального настроения коллектива. Хвайон не раз признавался, что решение стать открытым гей-айдолом было продиктовано желанием жить честной жизнью, не разделяя себя на сценический образ и реального человека. Он открыто говорит о том, что поддержка фанатов дает ему силы продолжать творческий путь, несмотря на критику со стороны консервативной части общества. Его история – это пример того, как современное поколение артистов меняет правила игры. Хвайон и его группа показывают, что музыка способна объединять людей вне зависимости от их ориентации, а искренность на сцене вызывает гораздо больший отклик, чем любая тщательно прописанная легенда. Он продолжает активно выступать и записывать треки, доказывая, что в мире будущего для каждого найдется место под светом софитов. Дорогие зрители и подписчики,
Как вы считаете, удивил ли вас данный список? Многие из этих артистов годами шли к тому, чтобы открыто заявить о себе, и их истории показывают, насколько сильно меняется индустрия к поп прямо на наших глазах.